Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о 4 малоизвестных фактах, связанных с книгой Эсфирь и еврейским праздником Пурим. О том, как некий нечестивец по имени Аман задумал произвести спецоперацию по денацификации Персидского царства. Причиной такого решения было то, что один маленький еврей, видите ли, не захотел кланяться Аману и плясать под его дудку. И тогда Аман, разгневавшись, решил уничтожить не только этого еврея, но и весь его народ. Итак, 4 факта о празднике Пурим, о которых, скорее всего, вы не знали. Или знали только часть из этих фактов. Напишите в комментариях, когда прослушаете, что вам уже было известно, чего вы не знали. И, может быть, чего-то, чего не знают другие, и будет интересно послушать. Также не забудьте поставить лайк этому видео, переслать его друзьям и знакомым. Ваши лайки и то, что вы пересылаете, поможет распространиться этому видео. Не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан, и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие видео. Итак, первый факт. Книга называется на русском языке «Эсфирь». На иврите это звучит Эстер. И эта книга не зря так называется. Это не просто по названию имени царицы Эсфирь, но это потому, что значение этого слова, оно имеет очень глубокий смысл. Итак, слово Эстер или Эсатер, как оно звучит впервые, когда встречается в Библии, оно находится в 4 главе книги «Бытие». Там Бог ведет разговор с Каином, который убил Авеля. Каин говорит Богу: «Вот ты изгоняешь меня сегодня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь». Вот оно, это слово «скроюсь». Эсатер на иврите. И книга Эсфирь на иврите называется Эстер. И также то же самое слово, чуть-чуть по-другому, звучит, когда Бог говорит Моисею, что он рассеет народ Израиля по лицу всей земли, и он говорит: Бог, я сокрою от них лицо мое за все грехи их, потому что они поклонялись идолам. И где Бог говорит это Моисею, это, по-моему, в 31 главе Бытия, не будем сейчас открывать, но можете посмотреть. Он говорит: «Астер астир панай», то есть я, скрывая, скрою лицо мое. И поэтому, может быть, поэтому второй факт связан с этим о книге Эсфирь, что во всей книге Эсфирь имя Бога не упоминается ни одного разу. Даже по-русски, там, где написано «Господь отнял сон у царя», это в 6 главе книги Эсфирь написано: «В ту ночь отнял Господь сон у царя». Так на русском. Но на иврите здесь написано «Белайла ауна деда шнат амелех». И вот это «надеда шейна», «надеда шнат амелех», это можно на русский перевести «царю не спалось». В ту ночь царю не спалось. То есть, если на русском стоит, единственный раз в этой книге, по-моему, нигде даже на русском больше не встречается слово «Господь», то даже в этом месте на иврите написано просто «удалился сон у царя» или «царю не спалось». И несмотря на то, что во всей книге Эсфирь слово «Господь» или имя Бога не встречается ни разу, эта книга пропитана присутствием Божьим, милостью Божьей к своему народу. И еще хочу отметить здесь, что сама Эстер, Эсфирь, кем она была? Она являлась сиротой. У нее умерло оба родителя. То есть вот это, она жила в таком состоянии, как народ Израиля, как будто бы покинутый Богом, ни отца, ни матери, не в чужой стране, не в земле Израиля. И судьба этой девочки могла бы быть незавидной, если бы не тот самый еврей по имени Мардахей. И он дал ей такое воспитание, которое помогло ей исполнить предназначение Божье, которое было в ее жизни. И мы знаем эту историю дальше, то, что она была взята во дворец царя, там был такой конкурс красоты на замещение должности царицы, ну так современным языком говоря. И она
была избрана занять место царицы. Но Мардохей попал в немилость к некоему Аману, о котором мы уже сказали. И на русском языке это звучит так, что Аман вугиянин. Это ни о чем нам не говорит, какое-то типа фамилии такое что-то или местности, откуда он пришел. Вот. Но на иврите здесь написано Аман бен Амадата Агаги. И вот это Агаги указывает на то, что это был потомок царя Агага. А кто такой был Агаг? Вы помните, что Агаг был царем народа Амалика, амаликитянин. Это народ нечестивых, который всегда вредил Израилю, евреям, и делал им всегда зло, начиная от их выхода из Египта. И Бог повелел уничтожить даже память о них. И эта миссия была возложена на царя Саула. Но он не послушался Бога и не сделал этого. Несмотря на то, что впоследствии по приказу Самуила он все-таки убил самого Агага, но, как видимо, его потомки остались. Итак, третий факт. Аман был не просто какой-то вельможа в этом царстве персидском, а это был потомок царя Агага, того самого нечестивого народа, который всегда являлся врагами Израиля, и поэтому ненависть к евреям у Амана была на генетическом уровне. Именно поэтому он не захотел ограничиться тем, что убить только одного Мардохея, он захотел уничтожить весь его народ. И мы знаем, чем закончилась эта история, как ненависть и злость Амана обратилась на его же голову, и то, что он задумал сделать евреем, произошло с ним самим и с его потомками. И теперь мы подходим к четвертому факту о празднике Пурим. Евреи празднуют этот праздник, надеваясь в костюмы, наряжаясь в костюмы, закрывая лицо различными масками. Факт состоит в том, что эта традиция наряжаться в карнавальные костюмы, евреи переняли эту традицию у христиан Европы, и, по-моему, эта традиция возносится аж к XII веку, если я не ошибаюсь. Итак, мы сегодня сказали о 4 фактах, связанных с праздником Пурим. Первое, того, что само название книги связано со словом «скрывать», «скрыть», «скрою», «скроюсь». Как бы Бог говорит народу Израиля, что я скроюсь от лица вашего, и действие книги происходит, когда народ Израиля находится в изгнании, не в своей земле. Второй факт, то, что слово «Господь» или имя Бога не встречается в этой книге ни одного раза, и даже там, где было написано по-русски «Господь», там на самом деле нет этого слова. При этом Бог присутствует все время в этой книге, как бы за кадром. И третий факт того, что Аман являлся потомком того самого царя Агага, который ненавидел евреев и был их врагом. И, кстати, сам Мардохей, он был родственником царя Саула, его потомки вышли из рода Киса, а Кис – это был отец царя Саула. То есть у Агага и у его потомка Амана с царем Саулом и его родственниками, в том числе с Мардохеем, были очень давние счеты. И четвертый факт. Карнавальные шествия и традиция наряжаться в костюмы была заимствована евреями у христиан Европы. Итак, драгоценные, желаю всем мирного неба над головой, чтобы мы научились из книги Исфирь, что даже когда кажется, что Бога рядом нет, и не видно его действий или его присутствия, и все идет плохо и не так, как хотелось бы, чтобы мы не теряли веру, но продолжали делать то, что правильно пред Богом, и тогда Бог, Он явит свою славу. Благословений всем вам. До новых встреч.